Нам кажется, что для нас духовное знание — это сразу путь в монастырь. Она про то, что, типа, чувак, ты сюда пришел, чтобы делать хорошие вещи. Хорошие вещи — это не про миллионы. У меня один был вопрос. Бабки хочу. Бабки хочу. Надо бабки. Да, сейчас как бы уже успокоился. Ладно, типа, я все понял. Ушло желание бабок? Да, ушло. Но сидишь ты все равно в кроссовочках Off-White. У нас сегодня в гостях Берти, Альберт. Я постоянно очень сложно выговариваю твою фамилию. Шарафутдинов. Почему мы позвали Берти? Мы говорим про трансформацию в этом сезоне. И Берти это для меня был всегда... Я училась, когда у него была еще школа «Космос», семёчки в маркетинге. Ты был таким супер ярким трендсеттером. Предсказывал, что будет в будущем, какие будут тренды. Ты всегда был на гребне, ну вот на этом тоненьком языке ножа относительно того, что происходит. Потом работал с подростками, запускал для них акселератор. А потом вдруг началось ведическое знание. Кстати, хочу, знаешь, что сказать? Я сейчас поняла, что благодаря школе «Космос» мы с тобой познакомились на самом деле. Я вообще с огромным количеством людей познакомилась. Честно, это была моя лучшая инвестиция в жизни. Я хочу. Мне так приятно. Вы продолжайте говорить и просто говорите. Можно сказать, что ты в некотором смысле отец-основатель нашего подкаста. 2/3 подкаста познакомились благодаря тебе. И ты был супер трендовым, подростки, поколение Z. А потом такие очень, давай скажем, олдскульные ведические знания, которым 4500 лет. И для меня это прям трансформация. Но я не перестаю заниматься трендами, только я это делаю за очень большие деньги и большим компаниям. Это все случайно произошло. Трансформации в какие моменты у нас возникают в жизни? Они возникают в жизни, когда что-то болит. И так я чисто случайно попал, сначала на аяhuasку, я думаю, что все там, многие проходили этот опыт, да, который, там, я поехал, съездил, у меня вообще просто отлетела моя крышка, непонятно куда. Разве она раньше не отлетела? Мне кажется, отлетела достаточно давно. Потом меня это привело в Индию, я чисто из любопытства просто поехал в Индию. И у меня случилась эта инициация с духовным учителем, которую я понял только там через несколько месяцев или год, наверное. Я осознал, как бы вообще, что со мной произошло и куда я вообще попал. А так это все было, знаешь, так, ой, прикольно, духовный учитель, нифига себе, да, там какие-то ритуалы, давайте что-нибудь поделаем, ой, белая одежда, ой, как классно! Москвич-хипстер приехал потусоваться в Индию. Когда произошел вот этот контакт с ведическим знанием, у меня просто башню оторвало, и я понял, что все на самом деле идет оттуда. Психология, драматургия, политика, любая дисциплина, любое знание просто идет оттуда, кто нам в какой-то момент передал. Там мудрые люди, да, просто взяли это, передали, и не все имеют к нему доступ, что интересно. И я такой, типа, чего? Я точно помню, что меня сопровождала депрессия, потому что в начале, когда сваливается объем духовного, наверное, знания, от которого мы все немножко открещиваемся, потому что нам кажется, что для нас духовное знание — это сразу путь в монастырь. И со мной это также произошло. Я подумал, что все, мой путь как бы, все мне, куда, вот туда, вот там, где мы медитировал мой учитель, да, вот в Гималайи, все туда, наверное. Я ему тоже подошел к нему и сказал, слушай, там, гуру, а вот когда я мне там пойму, вот там, что мне нужно в пещеру, там, через неделю, через 2 или когда? Он говорит, ты почувствуешь это. И я такой, так, что-то я вроде ничего не чувствую, наверное, еще не пора. И там так мне сказали, что как бы жизнь у нас, она, грубо говоря, предначертана, и все обусловлено кармой. Вот, и я был одержим этой мыслью, там, миллионы, там, не знаю, миллиарды у нас такая вот, там, в тусовке мужской такая вот. Кто там миллиард первый заработает? Давай там. Познакомишься с тусовкой, хочу посмотреть на этих людей. Они все отлетевшие, я тебе говорю, все духовные там, сейчас уже в Л.А., в Лос-Анджелесе. И вот эта вот мысль о том, что нужно как бы заработать деньги, она, культура, прежде всего, тоже как-то предначертана. Мы же все видим эти примеры, да, там, проектов, стартапов, там, вот сейчас мира, там, 17 миллиардов, эти вот чуваки из Перми, как бы, они же вроде как бы вот на одной вытянутой руке, и это вокруг нас все. Даже если это вообще не про тебя, то есть это вообще не твой путь,
у тебя там совершенно другой путь. И мне говорят, нечего, какие миллионы там. И ты возвращаешься в Москву и такой, что мне с этой информацией делать? Мне рассказали про мою жизнь. А что тебе рассказали? Что тебе дали, предложили? Не знаю, как это назвать правильно, место миллионов. Во-первых, мне рассказали о концепции кармы и о том, что все наши жизни события, они обусловлены уже. То есть они обусловлены нашими заслугами в прошлых жизнях. То есть это концепция перерождения, да, реинкарнации, сансары там, и так далее. Второе, карму можно изучать. Я такие, изучать, супер, моя тема, полез изучать. Начал изучать, и мне сразу там открылся, условно, мой путь. И мне сказали, там, вот, сейчас это поменяется, там, вот, начнется новый период, значит, новые отношения, там, новый бизнес, новый еще что-то. Я такой, господи, сколько нового уже, я уже, мне со старым бы как-то разобраться, а мне тут что-то еще новое опять вроде как начнется. Я говорю, окей, а где миллионы-то, когда? Хорошо, ладно, бог с вами, там, с этим новым, что-то там, миллион там где-то есть? Он говорит, есть, успокойся, но миллиардов нет. Так мне сказали, миллиардов нет, но миллионы придут, не переживай. Всем так говорят наверняка. Потом я пошел на коучинг как-то, и меня чуть тоже раскачали, и у меня несколько попыток, они были безуспешные со школой, потому что это было пока путь исследования, все равно он не был укоренен в точной опоре, когда я точно понимаю, все, там год, вот это через 3, там дети. Сейчас у меня полное это знание есть, сколько у меня будет детей, где, в каких местах я буду жить, сколько у меня будет домов, сколько у меня будет денег. А где эту карму можно поизучать? Вот, это можно поизучать. А тебе прикольно вообще с этим знанием? В смысле, знать будущее, потому что ты же, с одной стороны, ты себя программируешь немножко на то, чтобы создавать это будущее, но в целом, мне кажется, это как-то так интересно, какую-то интригу убираешь из вообще этого жизненного пути. Я бы, например, не хотела бы знать свое будущее. Все твои сценарии, они уже заложены. Вопрос лишь в том, сколько ты из этого вытянешь. Ты вытянешь из этого 80% или ты вытянешь из этого 150%. В индуизме есть понятие дхарма. Оно там и долг, и предназначение, там, и вот такой микс этого всего. И дхарма, она про то, что, чувак, ты сюда пришел, чтобы делать, например, хорошие вещи. Хорошие вещи — это не про миллионы, да? Слушай, то есть не бывает дхарма человека, его предназначение, например, дхарма Робин Гуда, воруй у богатых, отдавай бедным. Может ли быть дхарма, когда ты такой, ты будешь заниматься сигаретами? Или... А ты наркотики продавать. Да, а ты будешь... я в этом... Нет, такого нет. Это есть у человека такой психологический тип, скажем так, да, или его способности, на что они направлены, и какой опыт он накопил. Это вот в ведах описаны эти варны, так называемые, там, в Индии это касты называется, но это ничего не имеет, никакого отношения к кастам не имеет. Первое — это шудры, это творцы. Ремесленники. Ремесленники, да. Ремесленник, фермеры, например, работают руками. Следующие — это вайши, это предприниматели, или торговцы их называют торговцами, но вайши могут быть очень крутые вайши, как Илон Маск. Илон Маск — это вайши. Следующие — кшатрии. Кшатрийская природа — это царская природа, это цари всегда были кшатриями, это воины. Президенты, политики — это они все кшатрии. У нас, к сожалению, кшатрии другими вещами немножко занимаются, и потом, только потом, после царей идут брамины. И брамины — это те, кто общается с Богом, кто знает веды. И у нас брамины — это учителя. И теперь посмотрим, да, шудры, которые создают нематериальный актив, это все звезды, очень популярные, с 100-200 миллионов подписчиков в Инстаграме, которые управляют массой. И учителя, которые зарабатывают 15-20 тысяч рублей, которые вообще интеллектуальный класс, да, самый бедный класс. Все такое, все наоборот. И это система. Ты можешь быть по типу вайши, ты можешь процесс организовать, и очень хорошо получается, но зависит от того, насколько ты благостен, да, или насколько ты невежественен. Если ты невежественен, то, соответственно, там сигареты, алкоголь, и ты будешь эти процессы и этими процессами рулить. Но если ты чуть-чуть возвышаешься, у тебя немножко такая кукуха, ты такой, вроде что-то, мне кажется, это как-то плохая какая-то штука, вроде можно хорошими штуками заниматься, от этого предназначение твое, оно не меняется. Ты все равно должен наработать путь этого допустим, организатора и проявить себя как организатор именно процессов, да. Сейчас варны, на самом деле, их уже из-за того, что у нас, знаешь, Кали-юга, да, эпоха невежества, у нас в человеке могут быть и 3 варны.
А это какая-то современная, что в 3 штуки может смешаться в одном человеке? Или раньше у всех была только одна? Одна. А почему так? Это какой-то процесс эволюции тоже? Это процесс деградации называется. Да. Мы живем вот в этой эпохе невежества, все наоборот, непонятно, где источник знания, настоящий, правдивый. Знание копируется людьми, которые не могут знания это передавать, из-за того, что там еще такое понятие, апорушея, очень много людей своего вносит. То есть никогда у тебя оттуда это все идет, а ты как бы, а давайте вот это поменяем и, значит, добавим такой пунктик. Будет лучше продаваться. Да, будет лучше продаваться. Мне просто слово деградация все еще смущает, немножко звучит, потому что как будто очень все зафиксировано и статично. Я просто, например, очень сильно верю, что даже в само понятие естественности, условно говоря, это тоже то, что может эволюционировать. То, что раньше было неестественно, сейчас может стать естественным. И это клево. Мне кажется, почему бы духовному знанию точно так же не развиваться, или там духовной матрице знаний, о которой ты говоришь, не эволюционировать вместе с тем, как и мы, как бы, мы же сами на самом деле создаем это знание и создаем тот мир, в котором мы его применяем. Поэтому как будто бы это все очень логично может перерастать. Нету такого, что кто-то пришел, положил книжку на стол и сказал, вот, дядя, только так будет. Честно говоря, только так. А кто положил книжку-то на стол тогда? Веды. Ну, они тоже это как-то все придумали. Они это не придумали. Это как раз Порушея, это не придуманное человеком. По легенде, вот как бы все в это верят, ну, типа, действительно, откуда, ну, кто их передал Веды? Веды передал мудрец, один из 7 мудрецов Яса. То есть аватар некоторых каких-то высших сил, который проявился в теле человека и записал это. Вот, но это код. Из самих вед люди, которые мудрецы, как бы, вот были в этом контакте с ведическим знанием, читали его, они такие, ну, там произошел этот какой-то экстаз, он взял и Упанишад написал, там, да, он взял, там, кто-то Тантра написал. Кто-то потом вычленил аюрведу, потому что все эти дисциплины, все джойтиш тоже, это все вышло из всех этих 4 вед. И как бы вот эти веды, условно говоря, нам вот положили на стол и говорили, так, нет, ну вы как бы ничего не будете понимать, короче, вы будете в таком мире жить, вот нет, это мы сейчас уберем, оставим немножко, совсем вот чуть-чуть, вот как бы этого вам хватит, короче, все, давайте дальше, разбирайтесь дальше. Я испытываю чувство восхищения и зависти одновременно к твоей вере. В мире без точек опор, в котором там мы живем, ну хорошо, я живу, я не знаю про каждого из нас, очень хочется найти что-то, во что ты можешь начать верить, вот как ты веришь. Для тебя же это не вызывает сомнений абсолютно. Нет, уже не вызывает. Был ли какой-то момент, когда ты понял, да, я не испытываю сомнений, я 100% верю, что вот все так? Вот 2 года я к этому шел, по чуть-чуть. Это было с момента, когда у меня произошел контакт, инициация, и мне открылся ведический мир, вот этот, да, который сначала, типа, чего Шива какой-то, что за Шива вообще, типа, что делать? Я знакомился через исследование и через исследование кармы. Где-то миллиарды мне хотелось, там, миллиарды где, дайте. У меня один был вопрос. Бабки хочу. Бабки хочу, надо бабки. Да, сейчас как бы уже успокоился, ладно, типа, я все понял. Ушло желание бабок? Или нет, скажи. Да, ушло. Но сидишь ты все равно в кроссовочках Off-White. Извини, я просто сразу заметила, когда ты зашел. Да, это обязывает культура и мои клиенты, и с кем я работаю, конечно. Не могу я прийти в курте, там, в рясе, да, они скажут, что мой учитель, гуру, у него Rolex, как бы у него Rolex и Jaguar, он ездит, и он сидит, и он к этому не привязывается вообще. И через исследование сначала себя, а потом начал изучать саму эту дисциплину, как бы на что она опирается. И в конце я познакомился с Бригу Самхит. Это такие гороскопы на пальмовых листьях, написанные одним из мудрецов. Они уже были написаны о вас, все ваши воплощения. И ты приходишь, тебе нужно раскодировать его. Что значит раскодировать? Вот у нас есть линия, ты знаешь, да, хиромантия, по-моему, это называется. На самом деле это надиастрология, это один из типов астрологии есть, когда читает по телу и по твоим линиям уже можно много что рассказать о твоей судьбе, да, о том, что у тебя в этой жизни будет. И он читает руку, он пишет такой код у себя на дощечке, он тебе не показывает этот код, он говорит, вот там кружочки, там такой листочек с кружочками, чакра они называют, чакра — это круг, с такими кружочками, он говорит, выбирай, любой.
такой смотришь, так, ну вот давай вот посерединке, например. Он говорит, смотри, какой там иероглиф. И ты такой смотришь, иероглиф, там на санскрите там не арабские цифры, там у них свои цифры, да, свои обозначения, там такой иероглиф. Ты такой, о, прикольно. Он тебе показывает дощечку. И они идентичны, они просто один в один. Это значит, что когда он считал этот код на твоей руке, и когда ты уже сам его выбрал на этом листке, как бы шифр, ну вот он, замочек и ключик, да, вы его подобрали. Он говорит, если ты не выбираешь, они тебе не открывают? Не открывает, нет. Он говорит, потом придешь там когда-нибудь. Вот. И он говорит, все, типа, окей, вот твоя глава. И он дает номер именно твоей главы. А глава в книге или где? Там такие листочки, они, Надо на дерево залезть и прочитать. Что-то похожее на бумагу. Этой бумаге там несколько тысяч лет, потому что до этого были пальмовые листья. Сначала они писали, потом они... Есть семьи, которые это хранят, это знание хранят, и они его переписывают, ну, передают, да, это вот из семьи в семью. Правильно ли я понимаю, что эти штуки, ну, то есть эта бумага, она же не в любой дом зайдешь и найдешь. Это несколько человек всего там на Земле, которые эту тему продвигают? Да, несколько человек. А если ты приходишь, оказывается, что у тебя нету гороскопа? Потеряна Обычно они говорят так, что если человек, который это слышит, и мимо него эта информация проходит, его гороскопа нет. А если он типа заинтересовался, значит, то значит есть. Да. Ага. И там вот как раз, когда ты читаешь вот эту всю историю, там тебе еще рассказывают о твоей прошлой жизни. И я себя увидел в прошлой жизни вот этим вот брамином или интеллектуальным вот этим человеком, да, который там вот занимается мантрами, там вот этими всеми этими штуками. Я это не увидел, как я это почувствовал. Я перехожу к Бригу, мне Бриг говорит, ты в прошлой жизни был брамином, там-то, делал то-то, то-то. И у меня пот. У меня начинает пот выходить, я начинаю потеть, и я начинаю молчать. Я даже не знаю, как это, потому что это мистика. Это было для меня, наверное, самым главным триггером вообще во все это поверить. Ты сначала это видишь где-то вот у себя в опыте, тебе там рассказывают какой-то один острог, вот ты был таким-то, вот ты пришел с такими-то талантами, потом ты приходишь к Бригу, и он тебе просто все тебе это рассказывает, знаешь, как вот, в деталях. И потом я начал все больше и больше открывать глаз своих, все больше и больше узнавать, и мне там уже все предсказали, там вот такой бизнес, это то, это все, там это туда, переедешь туда, детей столько, этот будет такой, этот сякой, там потом будешь это изучать, это там, потом встретишь вот этот человек, он тебе вот это скажет. Класс. У меня такая штука была на Burning Man в этом году. Видение, что земной шар в темноте, он весь соединен маленькими точечками, светящимися в темноте. И я понимаю, что это как бы люди, которые условно хранители огня. Вот в древние времена сидели, когда все племя спало, и они как бы охраняли огонь, а современные хранители огня — это люди, которые хранят огонь в других людях. И я стою и понимаю, что я один из этих людей, у меня есть своя территория, за которой надо следить, и я начинаю где-то час рыдать, потому что, с одной стороны, это типа клево, очень похоже на как бы на то, чего я как будто бы делаю, и так себя как-то ощущаю, а с другой стороны, пипец, какая ответственность, как бы попробуй сохрани огонь внутри себя, а тебе еще надо, до хрена людей как бы вокруг еще сохранять. И я такая, в общем, стою, переживаю этот опыт, я понимаю, что я один и тот же вопрос все время отправляю в космос и получаю все время один и тот же ответ. Но пытаюсь смухлевать и какой-то другой, типа, найти ответ в плане, а можно как-нибудь, чтобы я там просто в платьишке ничего не делаю, как бы, а мне все прилетает, как бы, а мне за это ничего не будет. Ой, я тоже что хотел. Вот, как бы, где миллионы, где миллиарды, что надо сделать, где шоткат, где тут так, как обыграть эту ситуацию. Читерский код. Да. Вот, ну и в итоге все время приходит один и тот же ответ. То есть у меня как бы в Индии тоже был момент, когда мы пришли к астрологу ведическому, и он мне с Димой говорит, ты король, ты несешь ответственность за все. А Дима говорит, а ты принц, ты получаешь удовольствие от жизни. Я говорю, а что за хрень? Я говорю, можно поменяться? Говорю, меня так не устраивает. Короче, вот такая вот история со мной случается. Я запоминаю этот образ, понимаю, что он как-то очень какое-то ко мне имеет отношение. Потом я еду на тантру. Там включают музыку, мы там кучу танцевальных практик, все такое. Она мне понравилась, я в тот момент не слышала слов абсолютно, просто мелодию заинтересовала. И мы приезжаем в Москву, я говорю, ребят, подскажите, что за песня была? Это был Киркоров. Говорю, не хочу всего Киркорова переслушивать, что за песня была? Они говорят, это песня типа «1000 свечей», «Сердце в 1000 свечей». Я, нахожу эту композицию, и у меня просто через секунду я начинаю рыдать. И там я читаю текст в припев. Пламени внутри я освещаю темноту твоих ночей. Не перегорит, я обещаю, сердце в 1000 свечей. И я понимаю, что это коммитмент вообще просто, что пипец, мне просто страшно становится от того, что я эту тему не вынесу, потому что у всех есть вот эти как бы перепады, когда ты не можешь встать, и когда ты не в состоянии себя поднять, а уж тем более других.
И я понимаю, что меня начинает окружать эта информация. Мне люди начали свечки вдруг ни с того ни с сего дарить. Я не понимаю вот этой истории. То есть как бы история со свечами вдруг резко зашла в мою жизнь, и я вот это пытаюсь тоже уже признать тот факт, что по ходу дела не отвертеться и придется делать. Мне кажется, что твоя история так показательна, что, значит, не только через Индию и Веды можно заходить в осознание своего предназначения, но и, в принципе, через Филиппа Киркорова. Но еще и аффирмация, но все равно, то есть, когда ты слушаешь одно и то же информацию с определенным ритмом, постоянно она в тебя входит и закрепляется. Но это самый простой, мне кажется, путь такой к подсознанию. У меня, знаете, какой вопрос? Весь наш разговор, по сути, строится о том, что было состояние, как бы дискомфорта и, допустим, в некотором смысле депрессии, непонимания, куда двигаться и так далее. И это происходит, это мои уже выводы, как бы происходит из-за того, что мы живем в мире, в котором все перепутано, человек не знает своего предназначения, не понимает себя, вынужден все время искать, тыкаться, как слепой котенок, и из-за этого терять там много энергии, переставать верить в себя, пытаться быть не тем, кем ему предназначено и так далее. Из-за этого вот мы в таком как бы ужасе пребываем. Правильный путь — это пойти, по сути, найти себя, но найти себя через какое-то определение, которое нам уже подгружено изначально. И вопрос мой в следующем. Почему все, что связано сейчас с эзотерикой, вот с гороскопами и всем остальным, вот это все как бы мистическое знание так становится как бы популярным. Там, возможно, это реакция на как бы усложняющийся мир, а может быть что-то другое. Как бы если есть какая-то версия, это, наверное, первый вопрос, который хотелось бы обсудить. Ну и второе, про твой личный опыт. Расскажи версию Берти условно 1.0. Понятно, что она, возможно, не 1.0, а там 17.0 была в тот момент до вот этого перехода. И вот эту версию 2.0 Берти. Что как бы изменилось в тебе? Что ты потерял, что ты приобрел? Я приобрел опору, я приобрел дикую уверенность, уравновешенность, спокойствие душевное. Вообще я знаю, сколько я, когда я умру, я знаю год, месяц, до месяца знаю, там, до дня пока не знаю. Это уже, знаешь, огромное такое облегчение, типа, ну ладно, еще 40 лет торчать, как бы, ладно, ничего. Там, и что самое главное, я знаю, как эффективно прожить вот это время, потому что джотиш переводится еще как свет Бога. То есть это, свет Бога? Свет, да, это он как в темной комнате, как фонарик просто подсвечивает, по сути, твой путь. Да, и я знаю, как эффективно можно прожить этапы жизни, потому что есть этапы карьеры, есть этапы семьи, да, есть этапы отречения, есть этапы болезней, и они у всех есть, да, там плюс-минус, они нас всех, все это ждут. И все, что было до 33 лет, по сути, я думал, мой путь — это вот там стартап, ты переезжаешь в Европу или там в Америку, поднимаешь там эти деньги, и там вот, а дальше непонятно что. Вот мой путь был. Зачем? Стабильность и безопасность, да. Вот, потому что культура типа так предполагает, что единственный успешный путь — это вот это. Да, сейчас это в тренде. Да, наверное, да, это стартапы. И я подтыкался, пробовал вот эти образовательные свои стартапы, потом мне сказали, уже успокойся, мне сказали там в Индии, успокойся, не образование, это другая эта история. Если хочешь миллион, другая история, уже не образование. И вот я такой, типа, в 33, окей, у меня там куча проектов разных, я там все там перепробовал, куча ошибок, спасибо большое, типа, и что мне дальше делать? А сейчас я такой сижу, я знаю, зачем я это все прошел, да, это было, как психотерапия, да, такая легализация твоего опыта. Потому что мой опыт, точнее, мое предназначение, если идти по как бы ведическому описанию, джотиш-описанию, то это стадия познания мира через проб и ошибки. А вот у кого-то другой путь, у кого-то нужен путь там сидеть, созерцать, как бы, вот, знаешь, и через любовь познавать, через именно любовь к миру, к людям и раскрытие этой любви. Вот. Не все как бы этим путем идут, да, многие вообще не знают, и многих вообще все закрыто, потому что кармически, опять же, мы рождаемся в разных семьях, наши родители, у них нет знания, даже базового, может быть. На тот момент не было базового знания, психологического нет было базового знания. Какие наши были отношения, да, что мы все такие, травмированные дети, пошли на психотерапию, и как себя проработали. Но это тоже было обусловлено как бы нашей судьбой, да, и, слава богу, сейчас, вот, отвечая на первый вопрос, есть такое понятие транзита, да, наверное, все слышали, там, не знаю, эта планета вошла туда-сюда. Почему была пандемия?
Мы вообще, из нас никто не боялся ни пандемии, ни короны, потому что все знали, что это такое. У нас это у какого-то белого братства. Ну, у этих ведических всех людей, скажем так, да, которые обращаются к ведической астрологии. И мы все знали, что это просто Юпитер в падении, соединение с Сатурном, где он сильный, обмен такой энергии создает проблемы в инфраструктуре, которая повлияла в том числе на вирус, на распространение вируса и проблемы с передвижением. Вот мы знали, когда это все закончится. То есть нужно, мы типа, окей, эти 2 года, что будем делать? Практиковать. Как бы классный вообще опыт попрактиковать, поизучать что-то, научиться чему-то, чтобы вот сейчас, там, через 2 года, да, вот сейчас следующий год, который начнется, 22-й, через полгода летом уже как бы выстрелить своими идеями, там, с проектами и так далее. Ты понимаешь просто, у тебя есть отрезок времени, да, и как его правильно провести, как его эффективнее все провести, как в компании, бизнес-стратегия, да, там ты делаешь ресерч, ты понимаешь, как у тебя будет меняться конкурентная там среда, и как будет меняться культурная среда, и как тебе правильно и эффективнее прожить там 3-5 лет. Вот мы делаем это сейчас, в бизнесе этим занимаемся. Все то же самое. В этом мире все то же самое. Джойтишь, окей, тебе построят твою карту, ты видишь примерный сценарий, ты видишь транзит и контекст мировой, как вообще все это будет меняться. Я хочу джойтиш. Отвечающий на твой вопрос, у нас эволюция в деградации. Там есть несколько циклов, и большой цикл называется деградация Кали-юга, это Кали-юга большая. Но в большой есть малые циклы, это знаешь как? Это все связано над тем, как вращается наша система вокруг галактики. Я могу сейчас ошибаться, но там нам простроили именно схему, как мы получаем либо много энергии, либо мало энергии. Когда мы получаем вот этой мало, очень хорошей энергии, благостной энергии из центра, то начинается вот эта деградация. Это сейчас период Кали начался, период деградации невежества. Но внутри, типа, золотое время начинается. Золотое время длится 16 тысяч, по-моему, лет, 16 тысяч лет. У нас он начался... Какой же тогда целиком период деградации? 460 тысяч. 460 тысяч большой период, и вот этот маленький, по-моему, 16 тысяч. И вот мы сейчас маленькие, мы вступили в эпоху, ее называется эпоха энергии. Поэтому у нас тантра, про энергию, йога про энергию, все практики, все про энергетические, все про энергию. Вот он закончится, по-моему, в 4000 лет. 4000 лет, и потом начнется 2 пары, потом, по-моему, трета. То есть сейчас мы вступили в эти золотые времена. Это значит, что сознание, осознаннее мы становимся, осознаннее. Но в общем тренде все падает. И поэтому как будто бы кажется, что мы вроде как бы растем, а если смотришь какой-то глобальный контекст, какая-то херь вообще происходит. Что-то странные немножко вещи происходят в глобальных процессах, но при этом сами все развиваемся, как бы эволюционируем, умнее становимся, осознаннее становимся. Вот. Очень сложная схема, и как ее понять, я до сих пор только пытаюсь ее прочувствовать. Но цифры все есть. Вот, если смотреть цифры, они все астрономические, именно опираясь на астрономические показатели. У меня вопрос. Чего думаете, нужна ли всем трансформация, или это вообще неизбежная история, допустим? И второе, как понять, что ты попал в эту трансформацию, с тобой что-то происходит, и чем себе можно помочь в этом деле? У меня есть ощущение, что просто не отсюда, по крайней мере, эта мысль придает мне сил, что мы не можем уйти отсюда в одиночку. В каком смысле? То, что Берти сейчас достигнет просветления, он все равно не уйдет. Спасибо. Через 5 минут Берти прямо здесь у нас в студии достигнет просветления. Он не сможет никуда деться, потому что, грубо говоря, мы втроем будем продолжать жить в томатичном мире. Он будет вынужден после достижения просветления помогать нам, чтобы мы тоже поднялись. Все верно. Концептуально мы поднимаемся только все вместе. Угу. Мы по одному не поддерживая друг друга. Нужно ли каждому? Получается, что да. Вопрос в этой ли жизни? Джидж показывает нам о том, что не у всех трансформация нужна, не всем. У некоторых она будет радикальной, через болезнь или смертельное состояние, предсмертельное состояние. У кого-то очень мягко, очень так нежно, спокойно, да, эволюционно. У кого-то там революционно. Но самое важное — это то, что должна быть поддержка, опора рядом учителей, наставников. В основном это были наставники всегда, к которым ты можешь прийти, и ты можешь с ними посоветоваться. Мудрецы, там, джойтиш-астрологи, да, ведические астрологи, которые не просто там занимаются этим как бизнесом, а которые там сидят, Гаятри мантру читают по 5 часов, да, чистят свое сознание, и ты к ним приходишь, и 2 слова, которые он тебе скажет, это тебе уже дает уже такую силу невероятную, да, что ты
типа, где же ты был, там 500 лет тебя искал, спасибо тебе большое. Невозможно достичь просветления без духовного учителя. Невозможно это сделать. Невозможно получить мокшу, если тебя к ней не приведут. Не дадут тебе знаний, не дадут тебе практики, не дадут тебе техники, там, знания, но это невозможно. И все мы нуждаемся в таких наставниках. Вот. И я надеюсь, что у каждого будет такой вот человек, который возьмет его за ручку, да, и либо радикальным способом, либо экологичным способом, но по чуть-чуть вот так вот будет там продвигать, и мы все туда придем. А мне кажется, что, может быть, это даже не один человек, у тебя может быть много людей. Каждый может на свой сантиметр продвинуть. Может быть, это такой тоже путь возможен. Мне так кажется. Я, по крайней мере, вот пока сейчас не обрела еще духовного лидера или наставника, но я все время сталкиваюсь с людьми, которые мне все время какие-то дверки открывают. Смотри, тут еще проход есть, вот тут еще проход, а вот смотри, там можно посмотреть, но я везде как будто бы не выбрала одного и иду, а все время с кем-то за ручку чуть-чуть, но по чуть-чуть. Мне кажется, такой вариант тоже, наверное, возможен. Главное не запутаться. Есть такое тоже понятие, называется твое духовное божество. Ну, божество — это... Там же все через божества. Типа, божества — это просто воплощение энергии. Какой энергии ты пойдешь? Ты пойдешь в энергии сознания, да, вот, спокойствия, медитации — это Шива. Или ты пойдешь в энергии любви, как бы, и все принятия, и милосердия — это Кришна, да. Или ты пойдешь в энергии через знания, как бы, вот, там, Ганеша, например, да, там, они просто все воплощены вот в этих вот фигурках, которых мы видим и знаем. Но это на чем твое внимание? Но там уже тоже тебе говорят, либо этот путь, вот у всех один путь. Ну, в смысле, пути разные, но ты должен выбрать, да, и он в карте написан, у кого, кто как и каким путем идет. Я иду путем медитации, скажем так, или йоги. Это мой путь. Но я не могу пойти путем Кришны тогда, потому что это микс начнется. Ну, что, будем заканчивать наш самый сатвичный... Воскресный. Объясни, сатвичный — это что значит? Благостный. Благостный, да. Гуна благости, я такая прям размягшая.